Здесь мы с вами разберемся со строительством стен из автоклавных, газосиликатных либо газобетонных блоков. Тоже очень перспективное направление и довольно сильно растет спрос на такой материал. Стены из легкого газобетона либо газосиликата, они долговечны, огнеупорны, не подвержены гниению и воздействию вредителей. Бетонные и газосиликатные блоки имеют относительно малые размеры, и легкость их обработки позволяет возводить стены сложной конфигурации, так же как и с кирпичом. Материал обладает большой теплоемкостью, следовательно, обеспечивает прохладу летом и тепло зимой. Хорошие физико-механические, теплотехнические и эксплуатационные свойства являются отличительной чертой стен из данных блоков. Их технология возведения достаточно проста. При строительстве зданий можно применять блоки из автоклавного газосиликата и газобетона, шлакобетона, глинобетона, композитных материалов, пенобетона, то есть очень большой ассортимент так называемых легких бетонов. Желательно использовать наружную отделку, так как газосиликатный бетон, либо газобетон, он гигроскопичен и набирает очень много влаги, и желательно эти стены защитить. В качестве, конечно, наружной отделки используются навесные вентилируемые фасады с облицовкой и декоративными панелями, сайдингом, вагонкой, облицовка лицевым кирпичом, конечно, с обязательным оставлением воздушного вентилируемого зазора порядка 30-40 мм между кирпичом и кладкой из блоков. Также применяется тонкослойная штукатурка с специальными легкими штукатурными смесями для газобетона или газосиликата. Затирку швов между блоками с последующей окраской фактурными паропроницаемыми красками. При желании можно дополнительно утеплить наружные газобетонные или газосиликатные стены плитами из базальтового волокна. Также внутренняя отделка стен, чем она отличается. То есть поверхность стены из автоклавных блоков должна быть чистой. И для этого щеткой удаляется пыль с поверхности блоков. На стену равномерно наносится тонкий слой шпаклевки под обои или покраску. А в жилых помещениях для выравнивания стен используются невлагостойкие смеси. Для работы в сухих помещениях подходят гипсовые различные смеси. При работе во влажных помещениях, ванная, душевая комната, холодные комнаты, используется приготовление на базе цемента влагостойкие смеси. Поверхность стен из блоков обрабатываются водоотталкивающим раствором, а для укладки плитки на стену наносится плиточный клей. Так же, как и у любого материала, газобетонные блоки имеют свои преимущества и недостатки. Давайте их рассмотрим. Недостатки газобетонных блоков автоклавного твердения. Он хорошо впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы, блоки промерзают зимой, что приводит к быстрому разрушению. И где-то через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Второй недостаток – это стены из облегченного бетона не терпят деформации, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент типа плита. Это довольно-таки дорогостоящие фундаменты, то есть тоже нельзя упускать это из виду. Третий недостаток – после завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год. Стены перед началом отделки должны осесть. И последний недостаток, четвертый, на стенах из таких блоков при усадке могут образовываться трещины. Преимуществом данной конструкции является то, что стены из облегченного бетона, они огнеупорны, не подвержены, в отличие от деревянных, действию насекомых, вредителей и гниению, а потому долговечны, если не учитывать то, что он набирает влагу. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций, так же как из кирпича. И благодаря огнестойкости бетона стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Дальше это то, что бетонные стены обладают большой теплоемкостью, а следовательно тепловой инерцией. Летом за ними прохладно в любую жару, зимой тепло долгое время даже после отключения отопления.
И пенобетонные и газобетонные стены в сравнении с кирпичными обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой энергией, а также относительно низкой теплопроводностью. То есть через такие стены тепло уходит с наименьшими потерями из здания. Поэтому, если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно где-то за сутки. Следующим преимуществом является то, что толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных, за счет своих теплофизических свойств. Дальше обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом ненамного увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Ну и немаловажное еще преимущество — это то, что можно применять любые отделочные материалы.